Всем привет! Вы на канале Dasha Models, и сегодня я буду собирать советские тягачи. У меня их два. Первый – это тягач, который возил тонны грузов с Кавказа, и второй – московский. И самое интересное, что эти модели от ТВД и эти тягачи имеют общую базу. И на примере этих моделей я вам это расскажу. Итак, поехали. И я очень рекомендую эти модели новичкам, поскольку они максимально простые в сборке. И те, кто решил начать свой путь именно с модели от ТВД, я очень рекомендую модели, которые изображают тягачи или машины марки ЗИЛ. И в том числе и КАЗ. Тут минимум деталей, все довольно просто. Они максимально легко крепятся и очень простая и доходчивая инструкция. С ней справится даже ребенок и даже любой начинающий моделист. Все очень ясно и понятно. Для работы над этой моделью мне потребуются кусачки-бокорезы, которые можно купить в любом хозяйственном магазине или же в модельном магазине. Например, в той же модельной лавке. Также мне потребуется суперклей. И я использую клей «Момент». Если вы его не найдете, то очень много отечественных аналогов, которые даже и дешевле, иногда даже и лучше, и они называются по-разному. Клей «Секунда» или тому подобное. И я просто аккуратно наношу клей на деталь, на то место детали, которое будет соприкасаться, и аккуратно располагаю ее на свое место. Как правило, я модель делю на 3-4 подсборки. Это салон кабины, собственно, на чем я и работаю на этих кадрах, сама кабина, шасси и надстройка. А поскольку у тягачей нет надстройки, то тут получается всего 3 подсборки. Я примеряю кабину, салон кабины к собранному шасси и примерно понимаю, как будет выглядеть будущий тягач КАЗ. Обычно кабина крепится на болты, но тут можно просто приклеить. Дальше я обязательно обезжириваю модель в мыльном растворе. И после полного высыхания при помощи грунтовки, тут я использую грунт от звезды в аэрозольном виде, я грунтую модель, в частности, начну с кабины. Кабину я разместила на подставке в виде втулки от туалетной бумаги. Это очень удобно и легко, и с моделью легко оперировать, и при этом не задевать ее пальцами. А купить все необходимое для моделизма вы можете в магазине «Модельная лавка». Там вы всегда сможете найти свежие модели от ТВД и не только. А еще там гибкая система скидок и очень удобная доставка. А применяя этот промокод для своей первой покупки, вы сэкономите 500 рублей на свой первый заказ и заодно поддержите регулярность выхода моих видео. Ссылочка на магазин и промокод есть в описании к видео. А на своей суперподставке я разместила шасси, и его тоже нужно загрунтовать. С кабины ЗИЛ я поступлю аналогично. Потом я беру аэрограф и при помощи черной краски я рисую предварительные тени на кабине. То есть те места, которые будут в затенении. И, как правило, это нижние детали корпуса и всякие углубления и так далее. Черным цветом я также окрашу салон. А потом при помощи аэрографа и спиртовых красок от Мачете, которые можно купить в модельной лавке, это, наверное, лучшие доступные спиртовые краски на рынке на данный момент. Так что я вам очень рекомендую, я и сама сейчас стала максимально много ими пользоваться. Кабина КАЗа будет в классическом для КАЗа зеленом цвете. Я уже, кстати, года 2 назад строила подобную модель, и тоже в зеленом цвете. Собственно, это такой стандартный цвет для кабины этих грузовиков, так что вы точно не ошибетесь. Также я загрунтую ЗИЛ, а пока грунт у ЗИЛа сохнет, я займусь окраской мелких деталей на раме грузовика КАЗ. И в частности, мне нужно окрасить двигатель в стальной цвет. Тут я тоже использую краски от фирмы Мачете. И у них только один стальной цвет пока что, но в принципе такой универсальный. И в него можно добавлять немножко черного цвета, и получаются разные оттенки стального цвета. А для двигателя и для глушителя я использую кисточку и как раз разные оттенки стального цвета. Ну а больше моих фото и видео вне моделизма вы можете найти на моей страничке на Boosty. Там вы также сможете поддержать мою деятельность и попасть в титры к видео. Ссылочка на Boosty есть в описании к видео, так что тоже рекомендую подписаться еще и на мой Telegram. Там оперативно выходит информация о моих новых видео на канале Dasha Models и Dasha Technic. Ссылочка на Telegram есть тоже в описании. И также я поработаю над сигналами автопоезда, поскольку у тягачей должны обязательно быть такие сигналы автопоезда. Это 3 фонаря на кабине. А после того, как я покрасила подложку в черный цвет, я уже оранжевым цветом, который называется, собственно, оранжевый сигнальный в палитре красок у Мачете, я окрашиваю кисточкой аккуратно. И тут главное не задеть элементы крыши, потому что потом придется это отмывать, но главное тут оставить черную каемочку. Также мне нужно нанести на кабине белым цветом буквы КАЗ, и они отлиты вместе с кабиной, и поэтому отдельно их окрасить никак не получится. Тут я использую белую краску от фирмы Мачете, она наиболее подходящей консистенции, в отличие от других красок. И
и мне остается просто аккуратно покрасить все буквы. Лучше нанести немного краски полусухой кистью, чтобы потом не стирать свои промахи. И также маркером алюминиевого цвета от фирмы Gemscale я окрашу отражатели фар у грузовичка. Займусь остеклением КАЗа, и у каждого грузовика есть остекление. И тут очень удобно, что несколько стекол объединены в единую деталь. С одной стороны, это упрощает монтаж стекол на свои места, но в то же время это несколько усложняет их окрашивание. Тут я окрашиваю в черный цвет резиновые уплотнители. И также черным цветом я окрашу салон кабины. И черным цветом я окрашу шасси у грузовика ЗИЛ. И это очень удобно, что грузовики советской школы всегда имеют черные рамы. И это даже до сих пор у современных российских КАМАЗов рамы всегда черные. Это очень удобно для моделиста. Например, в отличие от грузовиков, допустим, чешского или же немецкого производства, где у них рамы могут быть разных цветов. Теперь голубым небесным цветом я окрашу кабину у грузовика ЗИЛ, а потом я добавлю немножко белого цвета в базовый оттенок и высветлю верх дверей и крышу. Время смывки. И смывка — это жидкая коричневая масляная краска. В моем случае я беру коричневую краску из масляного тюбика и разбавляю white спиритом. И такой жидкой смесью я прохожусь по раме и, конечно же, по кабине. На раме будет очень незаметна эта смывка, но зато на кабине, особенно с зеленым цветом, она отлично будет сочетаться и выделит рельеф кабины грузовика. И особенно мне нужно уделить внимание радиаторной решетке, фарам и буквам КАЗ особенно. Излишки смывки, если они вдруг у меня образуются, я убираю тряпочкой, смоченной в white спирите. White спирит у меня необычный растворитель, который можно купить в хозяйственном магазине. Я использую художественный. Это немножко другая химия, она отличается по химическим свойствам. И поэтому лучше использовать именно художественный white спирит, а не классический растворитель масляных красок, который вы можете купить в обычном хозяйственном магазине. И также широкой кистью, которую я тут использую от компании Mini Warpaint. Они, кстати, так и называются, специальные кисти для метода сухая кисть. И я макаю кисточку в светлую краску и вытираю ее почти насухо об салфетку. И таким образом я прохожусь по выступающим частям кабины. Например, вот по вот этой ручке и по другим рельефным деталям кабины. И таким образом у меня получается более рельефная кабина. И тем же методом, но уже светло-серой краской, я прохожусь по шасси тягача КАЗ и, конечно же, по шасси тягача ЗИЛ. Также мне нужно поработать над прицепом, все-таки у меня тягачи, а тягачи таскают полуприцепы. И одним из прицепов у меня будет полуприцеп-свиновоз марки ОДАС. И, кстати, ОДАС – это завод из Одессы. И когда-то в Одессе производили прицепы, которые пользовались популярностью во всем Советском Союзе. И вначале я тоже загрунтую поверхность полуприцепа, а потом уже я буду использовать классические черные краски от фирмы Мачете. А прицеп у меня будет двухцветным, то есть низ будет голубым цветом, который будет очень напоминать оттенок кабины грузовика ЗИЛ. А пока сохнет нижняя часть, я поработаю над кабиной грузовика ЗИЛ. И обратите внимание, что он у меня получился такой глянцевый. И теперь мне нужно будет обрисовать буквы ЗИЛ на капоте. И они тоже у меня отлиты воедино с кабиной. И поэтому мне тоже придется тонкой кисточкой при помощи белой краски выделить эти буквы. И это довольно-таки сложный процесс. Ну, тут надо сконцентрироваться, это, наверное, самый сложный элемент работы с моделью. Также черно-коричневой смывкой я пройдусь по кабине, только тут я буду работать чуточку аккуратнее, поскольку смывка сложнее взаимодействует с голубым цветом, чем с зеленым. Хотя я больше люблю использовать черный цвет для голубых кабин, но коричневый цвет придаст ветеринга, то есть состариванию машины. И настало время ручных работ. Я акриловой краской I7 при помощи кисти окрашу сиденья. И обычно у советских грузовиков они обтягивались дерматином, такого классического советского цвета, которым были, скажем, портфели у школьников. И то же самое я проделываю и у кабины грузовика ЗИЛ. Обратите внимание, что торпеду у грузовика ЗИЛ я заранее окрасила в цвет кабины, и, соответственно, этот элемент кабины и будет выглядывать из стекол, и поэтому его тоже надо обязательно окрасить.
А на этих кадрах вы можете смотреть, как я убираю излишки смывки, где мне кажется, что она слишком контрастна. И вот у меня получилось при помощи тряпочки, смоченной в ацетилите, относительно чистая кабина, и при этом с выделенным рельефом. И вполне она у меня получилась реалистичной. И тут мне надо поработать с прицепом, с масками и скотча, поскольку прицеп у меня будет двухцветный, голубой низ и серый верх. Причем серый не такой, как у этой серой грунтовки, а несколько другой оттенок и более интересный. И поэтому мне нужно очертить скотчем границу двух цветов. Это довольно трудоемкий процесс. Но тем не менее его надо выполнить, и тогда будет хороший результат. Благо тут есть молдинг, по которому можно отлично найти границу и наклеить чуть ниже него скотч. Теперь я наношу базовый цвет на прицеп, и это будет темно-серый. И здесь я тоже применяю краски от фирмы Machete. Серый цвет очень интересный в плане окраски, поскольку его очень легко высветлять и затемнять. Наношу номера на автомобиль марки ЗИЛ, и тут у меня будут классические советские номера черного цвета, собственно, из той эпохи, когда эти ЗИЛы и КАЗы ходили по дорогам бывшей большой страны. И тут я пытаюсь безуспешно зафиксировать грузовик, но не сразу, но у меня получается. И вам видно, как я наношу декали, но мне тут не очень удобно, и вы можете видеть, как у меня это сложно получается. Но на самом деле все намного проще. Я вырезаю нужную мне декаль из листа, макаю в воду и жду примерно секунд 20-30 и достаю. Декаль спокойно переходит из подложки на нужное мне место. И также я переведу и задний номер. И обратите внимание, что задний номер находится сверху и в отличие, допустим, от бортового грузовика. Ведь у бортового грузовика он находится снизу. Также я переведу номер и на автомобиль марки КАЗ. И вы можете видеть, как после смывки и сухой кисти преобразовалась машина. То есть она стала более объемной и крыша стала более светлой. И в принципе это то, что и нужно. И также при помощи сигнальной краски я окрашу катафоты и фары у прицепа. И также я поработаю черной смывкой и выделю рельеф прицепа. И также пройдусь белой сухой кистью по корпусу прицепа и выделю все эти заклепки. Причем обратите внимание, что я тут использую не чисто белый цвет, а такой немножко сероватый. И вот такие тягачи у меня получились. Один ЗИЛ получился довольно интересного и аутентичного цвета, а также КАЗ. И также их довольно много было именно таким зеленым цветом. И надеюсь, это видео вас вдохновило на ваши собственные стройки, и вы многое узнали о тягачах. До новых встреч. Пока-пока.